доброе делийское утро. Это целый квест. Он меня берет за руку и сидит чувак и какает. И еще ананас. Фуд-Сити, по-моему, отдыхает. Тут картошку кинул. Чистота – залог здоровья. Вот так вот выглядит лед. Всем доброе делийское утро. А утро немножко бывает грязноватым тут. Потому что еще не убрались после ночи шальной. Костер для согрева. Вроде бы спать, когда идешь, все чисто на улице. Если утром рано выходишь, такой вот бардак везде. Самая прикольная картина — это видеть, он что-то с крыши упало, индусов с собачками, гуляющими с утра, причем с маленькими. Самая прикольная картина — это видеть, он что-то с крыши упало, индусов с собачками, гуляющими с утра, причем с маленькими. Что здесь произошло-то? Я здесь точно не пройду. Какой-то потоп, что ли, был. Блин. Так, мы здесь не пройдем. Это 100%. Утром нужно взбодриться всегда. Вот я сегодня взбодрюсь. Блять, он с перцем. Первый раз я вот пробую масала ти с перцем. Остренький. Интересно, вообще, когда чисто бывает. Прям вот чисто-чисто. Хотя бы на день города. Нам нужно попасть на Аджапур Манди. Цену, конечно же, я не знаю, сколько это будет стоить, но смело можно минус 30% от заявленной суммы. То есть, если скажете, например, 1000 на 700 договариваться, может быть, даже на 500. Скидывать по максимуму. Обязательное условие при покупке чего-либо, если цена не фиксированная. Торгаш, конечно, с меня еще тот, сколько, говорит, 3 сотки. Я говорю, ну ладно, поехали. Торговался. У меня просто даже меньше купюры нету. Меньше, чем 500. Вот еще одна проблема сейчас. Наконец-то закрылись. С одной стороны, можно рюкзак снять и убрать его. Чай был очень сладкий. Прям супер сладкий. Нас чуть автобус сейчас не замял вот этот. Здесь, конечно, экстремальное вождение. Опасненько ездит, но для них это норм считается. Я даже не представляю, что будет со мной, если я вот сейчас вот в такое время года посплю на улице на бетоне. На месяц меня, может быть, хватит. Хорошо, что я куртку одел, очень холодно. Уже по дороге встречается огромное количество бананов. Ну, видно, что где-то мы недалеко находимся. Самый большой фруктовый базар в Дели. По-моему, сейчас кого-то мы зацепим. Или нас кто-то зацепит. Здесь запах, как будто рядом где-то мусорка огромная. Прям такой кислотный. Сильная вонь стоит в этой части. Как вы думаете, кому он сигналит сейчас? Просто сигналит по привычке. Посуду видели прям на улице. Какая-то улица, как из фильма ужасов. Через одну. Одна получается чистая, другая грязная. Среднего нет. Вот, поет песню. Веселый драйвер. Мне как-то нужно перейти на ту сторону. Это целый квест. Он меня высадил, говорит, еще вот туда 5 минут. Но там пробка в ту сторону, ему не было смысла даже стоять.
Мы уже когда подъехали, он меня берет за руку и говорит: do you want love? Я говорю: нет. Я хотел коров поснимать, как они папайю едят. И вот прям возле коров сидит чувак и какает, не стесняясь вообще никого. Непонятно, то ли там пешеходная зона, то ли здесь. Ну вот видно, везут папайю, везут бананы. И вот один привез себя уже, утонул в грязи. Что-то высыпали. Поинтересовался, вроде сказали, что правильно идешь. Через 100 метров направо. Мы у цели. Фрут-базар. Вот вам и фрут-базар. Как же я люблю этот бардачок. Хлебом не корми меня. Ну да, здесь уже видно объемы. Вот это интересно, что такое? Это или папайя, или кокос. Это папайя. Это папайя. Представляете, это полная фура папайя. Мало того, что она полная, еще получается вот на борт выкладывают папайя. Мусульмане занимаются этим делом. Но здесь уже потише. Что ты обнюхиваешь, песик? А здесь прикольно, конечно, интересно. Ребята с папайей позируют. Сколько же этой папайи выращивается? Они просто все забитые до отказа. Это только папайя. В говно не наступил. Вон она что-то там грызет. Тут же прям все скидывают. И коровы все уничтожают. Просто большая куча ананасов. И еще ананас. Фуд-Сити, по-моему, отдыхает. Еще объемы непонятны, но здесь, конечно, много товара. Гуава. Здесь, похоже, начинаются ряды кокосовые. О-хо-хо. Вот это да. Вот это ананасов там. Сколько? Еще один грузовичок с ананасами. Овощи, фрукты везут сюда со всей Индии, из других штатов. Еще одна фура с ананасами. Разгрузка ананасов через весы. Hello. Здесь уже, похоже, мелкий опт. Вот принцип любого рынка. Нам лучше отсюда выйти. Не туда мы зашли. Здесь, получается, продают кабачки. Потом, что это такое? Что-то на горох какой-то. И джетфруты. Причем здесь их очень много. Здесь все такие серьезные. Здесь вообще, между прочим, на английском мало кто отвечает. Пытаешься получить какой-то вопрос, никто особо не отвечает. Просто кивнули головой и все. Ряды с фасолью. Какой-то непонятный фрукт. На батат похож, но не батат. Так как же нам выйти отсюда? Фуры, собаки, луки. Do you want love? Желтые цукини. Так, нам надо выйти отсюда как из луковых рядов. Что я зашел в какие-то торговые ряды.
Я даже не знаю, что комментировать, с чего начинать. Какие-то водоросли. Вот эти вот водоросли, это вот эта штука. Порвал называется. Thanks, my friend. Упаковка. Я как баб Катя в 6 утра на рынке уже хожу. Привычка. Я чувствую дыхание одного дяденьки. Он прямо идет параллельно мне уже минуты 4. То есть я останавливаюсь, он тоже останавливается. Тут картошку кинул. Мы зарулили в овощи. Не, надо уходить из овощей. Пойдем-ка лучше во фрукты. Отвертку вставляет в кукурузу. Половинит ее. Зелень просто тюками продается. Какими-то прессованными. Покидаем ряды с зеленью. Тут, ой, блин, тут можно и в говнецо поднаступить. Да, бык? Так, двигаемся в сторону фруктов. Чеснок аж сок дает. Вот эти вот светильнички, они же, получается, продают с 3 часов ночи. Поэтому ночью, естественно, нужна какая-то подсветка. Индийский крыжовник амла. Черная морковь. Оранжевая морковь. Мальчики, которые кукурузу чистят. Просто чесночные ряды. И чеснок здесь не такой, как у нас, крупный. Он очень мелкий. Мелкие зубчики. Просто 100 тонн чеснока. К слову. 100 тонн, это я так мягко сказал. Вот женщина его чистит. Разбирают, чистят. Не пойму, от чего-то у меня кашель появился. Или от чеснока-то, этой шелухи. Или от перца. Вот перец они чепушат здесь. Your wife? Что-то на индийском говорит. Ну да, здесь, по-моему, от перца воздух витает. Спросил, где точки с манго. Куда-то отправили. Вот это вот, не знаю, что за ягода такая. Айе, это говорит. Ягода айе. То есть там два тележника прям бились между собой. Здесь, наверное, мелкий опт. Сначала фуры привозят, разгружают. Более мелкие покупатели приходят с тележками и берут. Вот такие вот сорта манго сейчас есть в наличии. На некоторых смотришь, они несут вес больше, чем сам весит. Как муравьи. Груз больше своего тела. Манго еще видно не сезон. Всего 2 вида манго есть. Еще на одну улицу вышли, где тоже ананас.
объемы пугают. Здесь такой приятный аромат ананаса. Один ананас вот такой стоит 60 рупий. Все зависит от размера. Они здесь средние и мелкие. Видите, вот он берет то мелкие, то чуть покрупнее. Вот здесь вот сейчас привезли ананасы. Они будут стоить уже по 50. Они крупные. Совместное фото. Thanks. Так, ну а здесь упаковывают папайя. How much 1 kilo папайя? How much? 40 kg, 45. 40-45. One papaya, 85, 100, one papaya. बड़ा पीस जिसका वजन ज़्यादा होता है. 1 kilo 40, yes? हाँ 40. 1 килограмм 40 рупий. Ну а дальше она уже на рынке. Thanks, my friend. Дальше она уже идет по, ну, по-моему, по 50, по 60. То есть тут не такая большая маржа. Все равно на таких объемах, естественно, они зарабатывают неплохо. Вот в таких корзинках носят овощи на голове. По-моему, личи. Не могу найти банановые ряды. То есть они, скорее всего, где-то в холодильниках хранятся. Потому что это такой скоро порт. Здесь какой-то хаос. Арбузы продают. Получается, из фруктов сейчас личи, манго. Вот такие вот штуки. Какие-то мини-дыньки. Ну что, папайя, бананы, ананасы. Ну, яблоки какие-то все привозные. Виноград зеленый, черный. Упаковка папайя очередная. У них там склад. Там хранилище. Вот здесь вот папайя стоит уже 35 рупий килограмм. Уже минус 5 рупий. Там перебирают апельсины. Оказывается, банановые точки, они нет такого, что прям фура стоит полная. Вот одна из банановых точек. Они в каких-то холодильниках, видно, хранятся. Ящик. То есть много их не хранят из-за скоропорта. Попросили заснять его, как он вытаскивает. Адекватно реагируют на камеру, никаких проблем. До сих пор еще папайю даже не попробовал, как приехал. Всегда мечтаю, думаю, когда дома нахожусь, сейчас приеду, буду папайю есть. И вспоминаешь про папайю только перед выездом. Папайя, папайя, папайя. Между прочим, вкусный фрукт. Ну, арбузы так себе. Нормальные. Здесь много-много имбиря. И причем он разного цвета. Желтый есть и вот коричневый. Здесь разгружают чику. Вот эти две фуры. Меня заблокировали здесь. Я не могу отсюда выйти. Я начинаю чихать, где перец и чеснок. Я уже заметил это. Что они там делают? Hello. Они играют во что-то. Какая-то индийская игра местная. Indian game, yes? Они, оказывается, сами чихают здесь, не только я. Шелуха, видно, летает в воздухе. Я помню, когда у нас имбирь стоил как золото.
Все, уходим отсюда. Они начали собираться. Гремучая смесь, вот эти ряды. Здесь бить. А, это свекла была, оказывается. Carrot? Нет, это морковь. Это не свекла. Это такая морковь, видоизмененная немножко. Это фуры, оказывается, полные перца. Это все перец. И еще перец. Какой-то и не болгарский, и не острый, и острый. Ну а здесь ничейные коровы. Просто ничейные, они питаются здесь. Hello, my friend. खींच रही ऐसे खींचने दो ने को फोटो А, нас фотографирует он? Я думал, мне на коров показывают. Все? Thanks. В поисках бананов прошли 2 часа. Так, ну мы что, идем отсюда или нет? Потому что ребята шустрые. Как колотят кокосы. Обычным ключом и отверткой. Но это не самый быстрый способ, я думаю. Это сколько надо времени, чтобы переколотить все. А может и самый верный. Все, орех почищен. Все-таки подойду еще раз к джетфрутам, сфотографирую их. В свое время я попал в сезон дождей в Гоа. Там как раз их было очень много, этих джетфрутов. Так, что у нас здесь? Здесь у нас кухня, мини-кухня. Братья, что-то вкусное готовят. Выглядит аппетитно. Так, покидаем этот базар. Чик. У меня, похоже, навоз просочился в пальцы. Бананы есть, и их нету. Здесь крупные кокосовые орехи. В основном очень много папайи. Поет. Местный певец. Бей его! Бей его! Вот и закончилось утро Риддика. Было очень интересно.
Папайя, папайя, папайя. Смотрите, у них граммы вот в таких гантельках. Голод не тетка, говорит, съешь, Денис, что-нибудь. Пока такое, на вид не вижу ничего интересного. Чистота – залог здоровья. Так не говорят в Индии. Флэш. Видно, манго повезли. Обычное утро в Индии. Папайя? А, да, есть. Упаковывают машину. Что-то курят. Thanks, my friend. No, thanks, thanks. Табак? Indian hookah. Only табак? Only табак? Судя по тому, что в этой чаше лежит, такое ощущение, что там кора дерева вообще. Или лист табака прям целиком. Какой-то аромат фруктовый был. Вдоль дороги, по-моему, бананов больше, чем я на рынке увидел. Или все-таки я их не нашел. Хотел банан купить, он так и не понял цену. Он говорит на хинди. Это парикмахерская и стул, как будто из камеры пыток. Парикмахерская. И тут же чекпоинт. Стоят ДПСники, Daily Police. Симбиоз. Всегда под охраной находится. Следующая локация – рыбный рынок, который находится в Газипуре возле свалки. Запах здесь, конечно, душевный. Но мы уже здесь были, нас этим не напугать. Но рынок вот так вот выглядит. То есть это какая-то одна улица, вдоль которой стоят вот такие вот коробочки. И вот такие вот рыбки. Ну, рыба повторяется. Сомики, вот это не знаю, как называется. Это что-то похожее на толстолобика. Какая-то мелкая рыбка. Рыба это называется чинда. Спросил у ребят, где большие рыбы. Говорят, иди вперед. Все это дело на жаре, между прочим. Но рыба свежая, видно, она, то есть не такая, не остолбеневшая. Здесь, я так понимаю, одни мусульмане. Я пришел в шортах. Ну, в принципе, надеюсь, не будет никакой реакции. Толстолобик.
Особо выбора нет. Я так понимаю, мечеть. Все на молитву идут. Так, свалка у нас получается за этими домами. Здесь такая же рыба. Все говорят, там большая рыба. Приходишь туда, там нет большой рыбы. Запашок душевный, повторюсь. Здесь. Вот это уже точно старая рыба. Вот эти вот карасики. Hello, my friend. В таких тюках рыба запрессована замороженная. Вот так делают лед. Там стоит аппарат, морозильная камера, вот они оттуда вытаскивают и получается в эту дробилку. И все, уже дробленый лед поехал по камерам. Люди здесь живут, получается. Almost finished, almost finished. What is your name? Sultan. Султан. Султан говорит, что здесь живут и работают только мусульмане. Ну вот этот бизнес мусульманский, рыбный. Вот это вот свалка. Вон она, смотрите. Здесь такого запаха нет, как я тут раз чувствовал. How much fish you want? Big fish. A whole big fish? Yes. Ищем большую рыбу. I'm searching. Скорее всего, вся эта рыба, она выращенная в прудах. У Султана первый раз вижу такую тибетейку. То есть коробок много, а рыбы нету. А вот тут кишочки какие-то. Hello. Тут же моются. Hello. А здесь креветки. А вот креветки очищают. Очень сыро здесь, очень сыро. От рыбы остались кожа до кости. Это, конечно, не Мумбай, где много-много разной рыбы. Hello. Вот эти вот ножи своеобразные, которыми разделывают рыбу. Змееголов. Snakefish. С него сдирают кожу. Ну это змееголов прям 100%. Он говорит, что сейчас с рыбой проблемы. То есть ассортимент небольшой. Все, что мы увидели, то мы увидели. В принципе, здесь весь ассортимент представлен, который есть на рынке. Ну, еще вот эта мелкая рыбка. Вот так вот выглядит лед. Вот его привозят вот так вот.
Мощные у него щипчики. Это из технической воды, скорее всего, сделано. Это не питьевая, потому что слишком дорогое удовольствие. Жить здесь сказка. Рыбный рынок рядом, мусорка рядом. Вот эти вот птички постоянно кружат. Ну, скорее всего, или мыши, или крысы, я не знаю, какая-то живность. Просто так не будут кружить. Кого-то добывают. Когда заезжаешь на рынок, нужно оплатить 20 рупий. Есть такой чекпоинт у них находится. Здесь, короче, веселье. Заказал один чай, хочу. Little sugar. Здесь вы можете также омлет заказать, поесть, воды попить. Там канал с мусором. Здесь, по-моему, вообще никто не прибирается. Никому это особо не интересно. Ну, лежит он и лежит мусор. Закипает мой чаек. Готовится очень быстро. Пацаны он сидят, кушают там что-то острое. Вижу много перца у них. Thanks. Афганский скворец. Везде он. Но здесь он какой-то худой. Или молодой просто. Fish Market Delhi. Fruit and Veg Market. Здесь тоже продаются овощи. Базар. Egg and Chicken Market. Chicken Market закрыт, но перья здесь везде. Не знаю, потрошат здесь курицу или что тут с ней делают. Волосы такие угарные. Здесь вот есть какой-то мини-маркет. Похоже, здесь мусор перебирают, наверное. Ну да, здесь разборка идет мусора. Спросил у этого парня, они здесь работают, и вниз туда вот, тропинка есть, там у них дома находятся. Не в кайф тут жить. Вот эти птички. Получается, это мусульманский район. Они здесь все держат. Весь бизнес связанный с овощами, с рыбой, с крабами, креветками. Потом сортировочные цеха, все под ними. Если вы думаете, что здесь жилье дешевое, то вы серьезно ошибаетесь. Потому что цены здесь как в Подмосковье, даже возле этой свалки. Я не говорю куда-то в центр ехать. Вот. В километре от свалки хорошее Подмосковье. Ну и как говорит моя жена, Денис, пройди в день 40 тысяч шагов. Но я этого никогда не делаю. У меня сил нет столько. Поднимаемся на мост. Просто буйвол. Заметил, что у индусов, я не знаю, к какой они касте относятся, в общем, кто попрошайничает на дорогах, у них цвет кожи просто как смола. Из-за солнца или всегда так, непонятно. Но они очень темные. I'm sportsman. Ближе к вечеру видно, что кто-то здесь спит. Все, во-первых, асфальт нагревается.
всегда не шумно. Это кордон непонятный. Это даже не кордон. ДВП или ДСП. Дерево, плита, ДВП. Очень много голубей в Дели. Еще вот здесь, видите, даже приносят сюда водичка, зерно, еще что-то, рис. Тут же сохнут кизяки. Это мост. Еще что-то сохнет. Ну, на кизяки похоже тоже. Точно не посуда. Слишком она бесформенная для посуды. Представьте, в городе где-то так. Кто бы разрешил сушить кизяки? Мост через железнодорожные пути? Навряд ли. Внизу знаменитые индийские поезда смотрят. Его ли поезд? Вот здесь моднявый поезд едет. На Сапсан похож. Первый вагон. Шримата. Сок. Колому это. Он испугался, увидел меня. Пейте сок, будете здоровы. Заказал я себе как-то лайм. Ну, это обычно содовая. И они уже выжимают туда пару лаймов. Но его невозможно было пить, слишком много. Здесь любят кислое. Кислое должно быть кислым. Причем очень сильно кислое. Перекресток 10 дорог. Здесь какая-то узловая станция, все здесь отдыхают в тени. Тут же можно постричься, перекусить, поболтать. Так, ну а нам надо попить срочно. Срочно нужна вода. В таких пробках даже дети рождаются. Видно, со свадьбы едет. Плов делали. Сразу много казанов. В день надо выпивать 7 литров воды в Индии. И вы быстро скинете вес. А кто-то пьет вот так вот воду. Лайм, перец. Взбодрин серьезный. Дяденьки здесь лепешки готовят. Маленький бизнес. Скорее всего, для вот этих кафешек готовят. Тесто где-то тут замешивается, вот. Нет, это уже у них свое тесто. Возле дерева такой темпл небольшой. Почему-то мне кажется, что лет через 30 Индия будет жить иначе. Ну, во-первых, будет меньше бедных, меньше бездомных. В Индии есть все. Дорогие тачки, дорогие дома, дорогие аксессуары. Просто на фоне большого количества населения это все растворяется.
как говорится, хорошо запоминается только худшее. Стритфуды на каждом углу. Если вы увидели в городе вот такую колонку, знайте, что рядом появятся вот такие точки. Потому что можно всегда без проблем помыть посуду. Горох с чем-то. Сладость. Hello. Я говорю, то пиво не найдешь, что оно вот любое продается. Тут же козы, бараны. Печень. Куриная печень. Но вот эта штука, конечно, пахнет не в тему. Потому что еда пропитывается этим всем. Thanks. Здесь рис. Если увидели такой казан, знайте, там рис. Телега сама по себе куда-то поехала. Пиво в Индии очень дорогое. Здесь 0,5 стоит 150, даже не 0,5, 0,3. 0,3 стоит 150 рупий. Казанчики с пловом. Чикен бриани. Даже перец. У них не на глаз, а по весу всегда. Все через весы. Если бы я был в администрации, я бы, конечно, на многое мог закрыть глаза, но когда стоит на площади, ну, это какой-то бетонный круг, флагшток и весь в мусоре, это, я считаю, неприемлемо для любой страны. Голова как у сороки. Опасно переходить. Будущие соки. Вот. Ну ничего, что конец вот немножко в грязи. А здесь еще и туалеты. И он, дядька плюнул прям вот этой красной штукой. В общем, сок тростниковый больше не пьем. Вот они, туалеты. Только если увижу тростник и собственноручно оторву его. Я не знал, что меня так легко уговорить сесть в рикшу. Если честно, я себя неловко даже сейчас чувствую, потому что он даже не крутит, а тащит. Он меня сам попросил. Я реально вот такие моменты неловкие переживаю. Как-то неудобно, блин, все это дело.